Я вас приветствую, опираясь на века, практически на 5 столетий. Ну, вообще, мои знания опираются на почти 5 миллиардов лет, но вот 5 столетий за моей спиной. Это форт Монтальбан. И ну, сначала посмотрите, какая невероятная красота, вид от него. Покажи, пожалуйста, немножко. Достаточно красоты, достаточно. А то в кадре слишком много красоты, а у нас серьезная научная информация. Итак, форт был построен он строился с 1557 года по 62. Доменико Понселло, итальянский архитектор. Вообще итальянцы тогда везде все строили. И представьте себе вот мою главную мысль. Форт строился для, так сказать, защиты Савойского герцогства, династии в ходе борьбы за территории между Испанией и Францией. Но это сейчас интересно, имеет значение только для ученых-историков. И это очень правильно. И я бы вообще обратил внимание, что все вот такие эти конфликтные штуки надо перевести уже в сторону интереса исключительно историков. А эту крепость приказывал сносить Людовик XIV, король солнца. Этой крепостью недоснесенной владела Франция в период революционных войн и Наполеона Великого и так далее, и так далее. Теперь это уже Франция, но это не важно, потому что я из России, я русский человек, и я опираюсь на величие Франции, которое много веков и не было Франции даже, да. И я смотрю на красоту, которой владеют и французы, и итальянцы, немцы, американцы, наши, так сказать, вот, они вот сидят здесь, хотя должны были бы сидеть в других местах. Но в целом, так сказать, уже если перераспределять, может быть, оно будет и хуже, потому что это вечно грабь награбленное. Но смысл в том, что все сегодня, вот это противостояние, оно уже не имеет значения. Все должно идти к наслаждению жизни, к радости, к успокоению. Говорить надо медленнее, не надо агрессии, а то у нас постоянно начинается... Мы ведем прямой ужас просто, да? Совершенно нет какого-то... Нет вдумчивости и ни у того, кто рассказывает, и ни у того, кто слушает. Никто ни во что не вдумывается, не всматривается. Ритм ужасный, в итоге психозы, неврозы и прочее. Пишет там, значит, как справиться с тревожным состоянием. Во-первых, я не понимаю, чего тревожное состояние, оно вам не поможет, если будет тревожиться, поэтому просто не тревожьтесь. Это мой врачебный совет. Первое. Второе. Если вы финансово обеспечены, я могу вам снять это тревожное состояние, написать просто планы жизни. Правильно, это момент рекламный. Не вдвоем. Вот, это момент... вырежем. Мне так, я, конечно, могу вот это встать, все, камильфо, и рассказывать исторически, то все, так, я так расслаблен, здесь такое наслаждение. И сейчас еще буду здесь, я же не запрягся работать. Все думают, что я же не блогер, я просто вам сообщаю, так сказать, вы хотите путевые заметки, вернее, мои помощники из меня вышибают, давайте, уже 5 минут могу что-то такое с видом сказать панорамное, да, панорамно, так приятно трогать. Вот вы знаете, архитектура и камни должны быть древними, а люди молодыми. Это мы тоже вырежем. Передать
богатство, разнообразие формы, архитектуры вот этих гор, скал и так далее невозможно. Тем более самое прекрасное всегда, там где Неаполитанский залив или Ницца и так далее, Нормандия, где есть море, океан, морской воздух, плюс, конечно, вся эта хвоя, я имею хвою такая, которая живописная, потому что вот у нас эти кладбищенские елки страшные, которые все навевают, значит, да. Не, ну они все это не то, что эти расслабленные сосенки, у нас вот сразу так. У нас есть потрясающе красивые, вот, но и надо же на красоту обращать внимание, а не это самое сходить с ума. Ну. Просто я отвлекаюсь, я когда смотрю, я забываю, что я вам что должен сказать очень умное, а там так красиво, и я поэтому разрываюсь. Видите, вот есть конфликт тела и души сейчас у меня такой. Это научно нет, но так эстетически есть. Вот под нами Вильфранш-сюр-Мер, и вчера вечером мой день закончился там, повернулся в Ниццу, здесь 5 минут, все это очень близко. Но главное, рестораны, музеи, все нации вот этой единой Европы. Не в смысле это Евросоюза Советского, Совков, когда стала прекрасная идея наполеоновской единой Европы, естественно, одна цивилизация стала совком убогим, дебильным совершенно. Но именно цивилизационное единство, и, кстати, Ницца, она, это весь регион, символизирует единство, потому что здесь итальянцы, французы, сарацины, кто угодно здесь, да, финикийцы, значит, вот вчера были в Эзе, городок сказочный, его финикийцы основали. Поэтому это все единое, и это менее интересно. Значит, тут тоже вырежем. Так, люди прохожие, знаете, когда прохожие проходят мимо всего, мимо пейзажа, все единое. И нам как-то надо уже просто не в берлогу сходить с ума, как-то вот все в единое, в красоту, в осмысленность и так далее. Не то, что вы, можно, конечно, на чертах. Все понятно, давно все решено. Я как историк уже насмотрелся всех этих. Это самое, ну, понятно. О, сейчас, стоп. Ветерок. Сейчас ветерок. Он настолько комфортно прохладный, но это непередаваемо. Непередаваемо. Здесь чуть в бухте темнее, синий, там лазурь. Вот лазурь, как здесь, подальше на солнце, там лазурь морская. Все оттенки зеленого, все оттенки синего. И, конечно, что делает цивилизацию? Что создает цивилизацию? Черепица. Нет черепицы, нет цивилизации. Это сразу домик, самый бедный из черепицы, это уже холст, масло, картины, да? А не то, что там покрыть чем-то. Не скажу чем, не скажу где. А то опять это тоже неинтересно. Это тоже вырежем. Уведи в море вообще людей, в море все. Я как нет, кто там, ну да, мы по морю проведи, чтобы они не утопли. Людей проведи туда, пока он не перегородил этот вот лысенький. Красоту покажи. И вообще подойди, пойдем вместе. Сюда. Вот туда. В капитализм, поделенный вместе с нашей коррупцией. Там вся красота. Но здесь есть и честно, здесь местные честно заработанные действительно предприниматели. Но не будем. Последние слова исключительно вам нежные, хорошим нежные, а завистникам, чтобы вы здесь никогда не были.